Сейчас в нашем городе творится беспредел. Все сидят по норам и боятся. Здравствуйте, друзья! Продолжаю освещать тему принудительной мобилизации, которая сейчас происходит на захваченных Россией территориях Донбасса. Действительно, ситуация очень серьезная. Она коснулась буквально каждую донбасскую семью. Люди в ужасе просто от происходящего. Но понятное дело, что большинство людей боится открыто высказываться против. И есть только отдельные люди, которые уже просто в настолько отчаянном положении, что решаются говорить открыто. Сегодня я покажу вам видеообращение жительницы Первомайска Луганской области, которая заявила, что ее мужа мобилизовали и бросили на передовую специально из мести. То есть, таким образом, человеку отомстили. Да, вот на тех территориях бывает уже и такое. Местные полицаи, сотрудники МГБ, пользуясь своей властью, мстят людям, с которыми у них когда-то были какие-то конфликты. Вот мобилизация оказалась очень удобным поводом, чтобы сводить личные счеты. Таких людей они просто берут и отправляют на фронт в самое пекло. Давайте послушаем, что рассказывает женщина. Я Голбан Марина Михайловна. Сегодня, 16 августа 2022 года, в 12 часов, приехала в город Луганск, в Министерство государственной безопасности, и оставила в канцелярии жалобу на Заволокина Владимира, который сейчас является сотрудником МГБ. Ранее он из мести забрал моего мужа, гражданина Российской Федерации, с российским военным билетом, забрал в ряды ЛНР, в армии ЛНР. Сказал держать на контроле, чтобы был на передке в штурмовом батальоне. То есть человек получил российский паспорт, потому что думал, что Россия его так лучше защитит, а Россия взяла и отправила его на ненужную, тупую и бессмысленную войну. Потому что для России жители Донбасса это сырье, это дешевый расходный материал, который не жалко. И сделать ничего невозможно, пожаловаться некуда, потому что в тех прекрасных народных республиках, которые Россия создала на Донбассе, у народа никаких прав нет. Люди бесправны, и независимо от того, какой у тебя паспорт, хоть России, хоть, извините, Бурунди. Любой полицай может делать все, что угодно, и управы на него нет. Пожаловаться некуда, потому что на МГБ можно пожаловаться только в само МГБ. Догадайтесь с 3 раз, какой будет результат. Сообщаю, что Заволокин забрал моего супруга, чтобы отомстить моей семье. В 2017 году он хотел завербовать моего отца, чтобы он доносил на чиновников нашего города. Просто подходил, папины одногодки стали влиятельными людьми в городе. Просто папа должен был пойти иногда, что-то попросить, но при этом на нем должен быть микрофон. Папа отказался мой в 2017 году в этом участвовать, ссылаясь на то, что в его возрасте в такие игры уже не играют. Его начали избивать. На 3 дня папа мой пропал. Через 3 дня мы забрали папу так, что он не мог ни ходить, ничего. После этого он находился в больнице города Первомайска в течение 2 месяцев. Мы побоялись обращаться куда-то, потому что мы думали, что все забудется само собой. Мы боялись этого человека, потому что он в нашем городе творил беспредел. Какой прекрасный русский мир построила Россия на Донбассе, правда? Вот я считаю, что все любители СССР, все, кто ностальгирует по Советскому Союзу, должны просто сейчас все бросить и бежать на вокзал, покупать билеты, ехать на Донбасс. Потому что там все как им нравится, все как при СССР. МГБ, доносы, репрессии. Как при Сталине. Все как любят сталинисты. Обращение в разные инстанции не дает никаких результатов. Какой сюрприз! Кто бы мог подумать, что в бандитской резервации такое возможно? Я сейчас нахожусь в городе Луганске с моими детьми. В город Первомайск я боюсь возвращаться, так как переживаю за то, что Заволокин начнет угрожать мне и моим детям. Я прошу защиты.
у Российской Федерации. Прошу обратиться куда возможно. Ну, конечно, Российская Федерация точно поможет. Сейчас добрый царь разберется и все исправит. Просто произошла чудовищная ошибка. Знаете, многие люди до сих пор не научились видеть причинно-следственные связи в происходящем. То есть они видят, что происходит страшное беззаконие, полнейший беспредел, что к людям совершенно бесчеловечное отношение, но при этом им проще думать, что это все виновата не Россия, а какие-то местные чиновники, это все там какой-то условный Пушилин на местах, да, вот делает такие козни, строит. А в Кремле просто дяди сидят недалеко, они ничего не знают. Но на самом деле, конечно же, все это не так. На самом деле за все, что сейчас происходит на Донбассе, ответственна Россия и только Россия. То, что совершенно вот такое бесправие установлено, то, что людей какие-то патрули похищают, отлавливают на улицах просто как собак, отправляют на убой, то, что ни у кого нет возможности никуда пожаловаться, за все это ответственность несет Россия, которая контролирует эти территории, потому что они контролируются из Москвы. Не Пушилин и Пасечник отвечают за то, что там происходит, не они это решают, потому что они винтики этой системы, решают их кураторы в Москве, которые из Москвы им присылают директивы. Россия за это ответственна. Я понимаю, что многим жителям Донбасса, которые верили в Россию, любили Россию, им очень тяжело это принять. Им очень тяжело признаться себе, что их обманули, что Россия к ним так относится, и поэтому им легче думать, что это не Россия виновата, а какой-то там условный дяденька на месте. Но это не так. На самом деле, рано или поздно все равно придется принять очевидное. То, что происходит, это, конечно же, вина Российской Федерации. Как бы больно не было кому-то это осознавать, Россия все это заварила, затеяла и несет за это ответственность. И это не мои слова, это не мои выдумки, не потому что мне так хочется, а это просто факты, которые способен видеть кто угодно, если у него есть хотя бы какие-то минимальные аналитические способности. Подписывайтесь на канал, друзья, и обязательно поделитесь этим видео. Все должны знать, что сейчас на самом деле происходит на Донбассе.